Угрожающие и враждебные заявления, звучащие из России в адрес Армении почти каждый день, заставляют нас все больше и больше думать о том, что 44-дневная война была также связана с получением коридора через побережье Аракса. Почему Россия так агрессивно продвигает идею коридора, особенно когда он даже не называется коридором? Эта дорога упоминается в последнем 9-м пункте в заявлении от 9 ноября 2020 года. Но надо подчеркнуть, что остальные 8 пунктов этого заявления были самым бессовестным образом нарушены Азербайджаном и его ближайшим союзником Россией. Насильственная депортация 120 тысяч человек, армянские пленные, содержащиеся в бакинских тюрьмах – ничто для русских. И об этом не помнят ни Захарова, ни Лавров, ни армянофамильные пропагандисты в Москве и Ереване. Но Зангезурский коридор помнят не переставая. У нас нет документов, подтверждающих, что участие России в 44-дневной войне со своими двумя союзниками Азербайджаном и Турцией против Арцаха, Армении и армянского народа было обусловлено контролем Зангезурского коридора. Но публичные заявления говорят именно об этом соглашении. Но самым трагичным будет, если после выселения армян из Арцаха Армения потеряет также 45-километровую дорогу вдоль побережья Аракса. Тем более, что это не будет без участия армян, безмерно верных России. Заговорщические договоренности Путина и Алиева могут принести новое бедствие и катастрофу нашей стране и народу. Зангезурский коридор – это как кость в горле самого Алиева. Он с помощью Путина придумал этот проект для спасения своей задней точки. Это одна из 3 побед для увеличения своего срока и продолжения грабежа собственного народа. Арцах был первый, и пока у него успешно получилось. Сейчас там зарабатывают миллиарды на откатах, плюс есть чем кормить народ. Но эйфория потихоньку заканчивается, и отчитываться придется в любом случае. Для этого он подготовил 2-й план – Зангезурский коридор. Алиев представляет, как он проезжает на своем Майбах через Сюник, но этот коридор должен был быть реализован раньше, так как 3-й проект, Западный Азербайджан, уже опередил события фальшстартом. Однако теперь, ввиду изменения позиции Армении, он не сможет реализовать 2-й план так же успешно, как 1-й. Эта тема с коридором может стать для него гибелью политической карьеры. Из-за неправильных решений по Арцаху он в итоге потеряет все, что получил, спланировал, и мы увидим падение его диктатуры. Откроются золотые подвалы, замки, яхты, счета, и, возможно, будет создан музей диктатора Алиева. Разные планы можно реализовать до конца, но методы реализации очень важны для сохранения результатов побед. А пока пусть все наши враги смотрят, как газует Никол Пашинян. Совершенно неожиданно Иран снова выступил с резким, практически на грани допустимого заявлением в адрес России. Речь идет о так называемом Зангезурском коридоре, экстерриториальном маршруте, соединяющем Азербайджан с Нахичеванью, а фактически с Турцией. Причем тон был предельно жестким. Более жестко Тегеран общается разве что с США или Израилем. Дело в том, что в Закавказье сейчас идет жесткое противостояние за влияние в регионе. Во-первых, с угрозой войны, а во-вторых, с перспективой вооруженного конфликта в будущем. Суть в том, что Турция и Азербайджан стремятся отнять у Армении, контролируемой Пашиняном, участок земли вдоль границы с Ираном. Тегеран это не устраивает, так как такой расклад, во-первых, даст Турции прямой выход к Каспийскому морю и статус абсолютного гегемона в регионе, а во-вторых, создаст геополитического врага в лице Азербайджана прямо у его границы. К тому же север Ирана населен азербайджанскими народностями, что вызывает у Тегерана опасения. Иран прямо заявил, что готов вмешаться военным путем, чтобы этого не допустить. В качестве альтернативы он предлагает свой вариант решения – транспортный коридор через иранскую территорию. Это позволит ему контролировать процесс, не допустить изменения границ в регионе и сохранить свое влияние, что критически важно для Востока. И вдруг российский МИД в лице Марии Захаровой неожиданно поддерживает турецкий проект. Можно себе представить, какую ярость вызвала фраза Ирана. Позиция Министерства иностранных дел России вызывает удивление. Действительно вызывает. И не только в Тегеране. Нам также интересно, это некомпетентность или очередная политическая игра? Это, конечно, нужно было суметь. Кремлю нужно было очень постараться, чтобы суметь довести ситуацию до той, когда Иран,
использующий традиционно очень взвешенную риторику в отношении России и предпочитающий в отношениях с Россией кулуарную непубличную дипломатию, практически в ежечасном режиме на разных уровнях публично заявлял об истинных намерениях и антиармянских целях Кремля. Арцах вернется в качестве независимого государства и станет частью Армении. Об этом заявил сопредседатель группы поддержки Армении, конгрессмен-демократ от штата Нью-Джерси Фрэнк Пеллоун в своем послании в честь Дня независимости Арцаха. Он подчеркнул острую необходимость в международных гарантиях на возвращение насильственно изгнанных из Арцаха армян и осудил этническую чистку, осуществленную Алиевским режимом. Пеллоун призвал к санкциям против Алиева и призвал США поддержать оборону Армении. Конгрессмен США Фрэнк Паллоне выразил удовлетворение тем, что администрация США продолжает усилия по укреплению отношений с Арменией. Об этом говорится в сообщении в микроблоге конгрессменов X. «Мне приятно видеть, что администрация Байдена-Харрис продолжает усилия по укреплению отношений с Арменией путем удвоения пакета помощи через Агентство международного развития», написал конгрессмен, выразив мнение, что это дополнительное финансирование будет способствовать укреплению демократии в Армении, также ее экономической независимости и независимости в области безопасности. Наверное, уже все заметили, что Азербайджан лишь голословно обвиняет Армению в обстрелах своих позиций. А наше Министерство обороны без устали опровергает эти обвинения и предлагает создать совместный механизм контроля, на что официальный Баку не готов пойти. Кроме того, нужно отметить, что вооруженные силы Азербайджана довольно уже продолжительное время не идут на провокации. Для этого у них как минимум две причины. Показать всему международному сообществу, какие мягкие и пушистые, и самое главное, существует риск, что любая их провокация может попасть на глаза и объективы наблюдательной миссии ЕС. Вот и не остается Алиеву ничего другого, как просто и необоснованно обвинять вооруженных сил Армении. Баку и его хозяева целенаправленно торпедируют подписание мирного соглашения. Более того, они поставили себе цель – пробить Зангезурский коридор. Доказательством данной своей версии считаю активизацию Ирана, который уже несколько дней посредством своих политиков доносит до всех и вся, что коридор для Тегерана – красная линия. Не исключено, что обвинения со стороны Азербайджана будут расти в геометрической прогрессии. Именно так он поступает перед каждым обострением. Это уже для нас своего рода триггер. Держим ухо востро, продолжаем работать. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые важные выпуски.